Здравствуйте, друзья! Как русские спасли Грузию. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Азбук. Друзья, данный текст не преследует цели разжигать какой-либо негатив. Это всего лишь исторические факты, которые грузинские политики предпочитают замалчивать. Я считаю, что и грузины должны знать свою историю. Все народы должны жить в мире. Помните об этом. Пожалуйста, не пишите в комментариях мат и оскорбления. Будьте людьми, какой бы нации и религии вы не были. Появлению русских войск в Закавказье предшествовал ряд важных событий. В 1586 году Грузия предприняла попытку принять российское гражданство. К тому моменту в результате бесконечной резни, которую устраивали турки и персы, грузин оставалось не более 40 тысяч. Сейчас их примерно в 100 раз больше. Храмы и святыни были осквернены, земли разорены, дети оставались сиротами, а женщины вдовами. В начале 1780-х годов персидский шах Али Мурад, Иран, стал грозить правителю Картлийско-Кахетинского царства Ираклию II вторжением. В 1782 году Ираклий официально обратился к Российской империи с просьбой о принятии Картли-Кахети под свое покровительство. Надо отметить, что это была единственная возможность спасти народ в условиях постоянного давления Персии, Османской империи и хищных горских племен. Дело в том, что после гибели Византии Грузия была отрезана от всего христианского мира. У нее даже не было выхода к морю. В 16-18 столетиях грузинская территория стала ареной борьбы мусульманских Персии и Османской империи за господство в Закавказье. 24 июля 1783 года в городе Георгиевске, юг современного Ставрополья, был подписан документ, который вошел в историю под названием Георгиевский трактат. По нему Картли-Кахетинское царство, Восточная Грузия, добровольно вошло под покровительство России. 15 ноября 1783 года два русских батальона с батареей полевых пушек вступили в Тифлис. Отрядом командовал П. Потемкин, родственник знаменитого Григория Потемкина. Павлу Сергеевичу Потемкину принадлежит честь открытия Большого пути через Большой Кавказский хребет. Под его командованием русские солдаты модернизировали древнюю караванную тропу, которая проходила через Дарьяльское ущелье. В дальнейшем дорогу расширят и благоустроят. Приход русского отряда сыграл свою роль. Персия отказалась от своих агрессивных замыслов. В 1784 году отряд вывели, и русские войска отошли опять за Кавказскую пограничную линию. Георгиевский трактат был разорван в 1787 году, потому что грузинский царь нарушил один из его пунктов, после чего Грузию опять начали уничтожать все, кому не лень. И именно поэтому в 1800 году Грузия опять стала проситься в состав России. И ее приняли, но уже на других условиях, более суровых, чем в Георгиевском трактате. И в состав России Грузия вошла по манифесту Павла I, а не по Георгиевскому трактату. При этом на тот момент территория Грузии ограничивалась Картли-Кахетинским царством, то есть у них не было даже выхода к морю. И именно благодаря России у них сейчас этот выход к морю есть. Чтобы понять, что грозило Грузии, попробую немного рассказать своими словами и привести выдержки из книги русского генерала, писателя Фадеева Р.А. «60 лет Кавказской войны». Собственно, Грузия оказалась между молотом и наковальней, а именно между Персией, Ираном и Турцией, которые хоть и ненавидели друг друга, но в своей ненависти к Грузии были единодушны. Собственно, что турки, что персы попросту не считали грузин людьми, они вырезали их без жалости и сожаления, порой просто упиваясь собственной жестокостью. Женщин угоняли в рабство, в свои гаремы. Писал Фадеев Р.А. «60 лет Кавказской войны», страница 5, 1859 год.
В Россию долетали стоны православной Грузии, стоптанной варварскими нашествиями, изнеможенной бесконечной борьбой, бившейся в это время уже не за право быть самостоятельным народом, а только за право не отречься от Христа. Мусульманское изуверство, распаленное перед этим новым учением шиитства, было в полном разгаре. Отчаявшись преодолеть твердость христианского племени, персияне систематически вырезали население целых областей. Начиная с XVI века почти каждое грузинское семейство могло молиться мученикам собственной крови. В Москву одну за другой привозили грузинские святыни, спасаемые от поругания мусульман. И царь, и простолюдин с одинаковой скорбью слушали рассказы о неистовствах, совершаемых неверными над православным населением Грузии. Фадеев Р.А. «60 лет Кавказской войны», страница 6-7, 1859 год. События 1795 года, когда персы, преодолев реку Кура, многократно превосходя грузинские войска, разбили их в Крцанистской битве 8-11 сентября, после чего захватили и полностью уничтожили Тбилиси. На Курском мосту в Тифлисе персияне заставляли православных плевать в чудотворный образ Богородицы и свергали непокорных, а непокорными были все, с моста в Куру, скоро запруженную телами, или как 2000 молельщиков Давида Гареджийской пустыни были по очереди подводимы под топор во время совершения заутренне на Светлое Воскресенье. Собственно, это одно из малых деяний персов, да и турков в принципе, которые они периодически устраивали в Грузии, хотя Грузии как таковой тогда еще не существовало. Она была разделена на 3 царства – Картли, Кахети и Эмерети. В общем, еще немного, и Грузии грозило бы полное физическое уничтожение в буквальном смысле. После тех кровавых событий 17 ноября 1800 года царь Георгий XII обратился к императору России с прошением на коленях, в котором просил принять свой народ в вечное подданство. Но император Павел I предпочел отказаться от такой ноши. И, наконец, 12 сентября 1801 года император Александр I, известный в молодости романтическими настроениями, присоединил Восточную Грузию к России. В 1804 году в состав России вошла Имеретия, в 1811-1812 годах Гурия и Мегрелия, в 1828-1829 годах Самцхет-Джавахетия, а в 1878 году Батуми. Все это стало возможным благодаря успехам России в войнах с Турцией и Ираном. На тот исторический период Грузия никогда не имела и даже не претендовала на земли Южной Осетии и Абхазии. Такого не было даже в мыслях. Неплохо Грузии жилось и при Советском Союзе. В ней был создан режим экономического благоприятствования. Республика ежегодно получала солидные дотации из союзного бюджета. Уровень потребления на душу населения в Грузии был в 4 раза выше этого же показателя производства. В РСФСР же показатель потребления составлял только 75% от уровня производства. Экспорт цветов, цитрусов и других продуктов был настолько доходным делом, что торговцы могли позволить себе каждый год покупать новенькие «Жигули». По поводу того, что Грузия называет Россию оккупантами из-за Южной Осетии. Абхазия и Осетия попали в состав Республики Грузия при СССР, так как тогда никто не думал, что страна может развалиться. Хотя 3 апреля 1090 года был принят закон номер 1409-1 о порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР. И вот как раз на основании этого закона Абхазия и Южная Осетия никогда и не входила в состав независимой Грузии 1991 года выпуска. Так что все претензии Грузии по поводу Южной Осетии не более чем спланированный повод американских советников для того, чтобы рассорить братские народы Грузии и России. Братья, не поддавайтесь на провокации американские. Помните о том, что русские всегда приходили на помощь в трудную минуту. Именно русские, а не американцы. Автор статьи Азбук.
Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.